У нас сегодня с вами достаточно интересный урок. Это световые технологии, которые позволяют нам получать эффекты абляционные и неабляционные. Мы должны разобраться, что стоит за названием абляция и неабляция. Мы должны понять и разрушить ряд стереотипов, которые установились и утвердились в эстетической медицине. По плану нашего урока, для того, чтобы нам было проще сравнивать абляцию с другими технологиями, мы разбираем абляцию и рассматриваем принципы ее формирования, как у нас происходит глубина воздействия, чем она определена, какие виды абляции есть, полный фракционный луч. И, конечно же, нам надо сравнить с неамплитивными технологиями, понять тот спектр показаний и противопоказаний, которые присутствуют для той и другой технологии. В эстетической медицине для процедуры омоложения для нас самым важным является четкое понимание, что чем старше становится пациент, тем для него необходимо производить удаление тканей. На предыдущих уроках мы с вами говорили о том, что у нас есть ответная реакция на повышение температуры в виде изменения тех структур, которые поглощают данную энергию, и температура в них набирается. Когда мы световым излучением обрабатываем ту или иную ткань, получаем ответную реакцию в виде нагрева, температура и время удержания будут определять ряд эффектов. И мы уже говорили, что у нас есть переизлучение тепла и разбирали эффекты стимуляции при температуре 42 градуса. Мы говорили об эффектах коагуляции, обратимой и необратимой денатурации. И мы говорили о том, что при воздействии на ткани и достижениях определенной температуры до 300 градусов или 300 мы получаем эффект разрушения тканей. Поэтому эффект абляции, который у нас с вами будет сейчас разбираться, он является основным. И, как мы видим с вами, абляционные методики могут выполняться как полным лучом и так фракционным, что определяет и глубину воздействия, а значит и показания. Поэтому, когда мы говорим, что у нас при работе со световыми технологиями появляется эффект от стимуляции, коагуляции, вапоризации, закипания воды до явления абляции, когда закипевшая вода в рамках короткого времени за счет быстрого набора температуры переходит, ну, закипает вода, у нас формируется пар, и этот пар что делает? Вызывает объемное разрушение тканей. Поэтому, когда мы говорим о вапоризация — это достижение температуры 100 градусов и выпаривание воды, но при этом клетка не разрушается. Когда мы говорим о 300 градусах, и мы говорим, что это эффект аблятивный, самым главным является в эффекте абляции это именно короткое время, максимально короткое, которое мы можем с вами для данного объема обрабатываемых тканей, именно для данного объема обрабатываемой ткани, держите это в голове, подавать. И в ходе этого времени мы даем достаточное количество энергии, в ходе которой или при поглощении которой у нас получается нагрев структуры и ее разрушение. Естественно, что, зная, что каждая ткань имеет определенное время термической релаксации, для работы с эффектом абляции мы используем время, меньше времени термической релаксации. И, конечно же, это не дает тканям что делать? Набранной температуре переизлучаться, и мы получаем нагрузку на тот объем, который мы обрабатываем структур, и мы получаем с вами, естественно, разрушение ткани. Поэтому абляция — это удаление, выпаривание, испарение определенного объема ткани под действием лазерного луча. При переводе именно абляция — это удаление, удалить. Но так как мы с вами очень часто проводим данную процедуру по хромофору, данную, вернее, технологию мы выполняем по хромофору вода, поэтому я написала выпаривание, испарение.
под действием короткого импульса и очень мощной энергии. Поэтому надо отметить сразу для разрушения стереотипа, надо сказать, что абляции могут подвергаться кожа, слизистые, костные структуры. То есть у нас может быть определенный биологический объект, у него можно быть разное соотношение жидкого и плотного компонента, разные химические связи, термическая чувствительность, кровоснабжение, и у нас может быть разная длина волны, разная длительность импульса, мощность, пакетированность импульса для получения эффекта абляции. Но в эстетической медицине я объясню, почему мы именно говорим с вами о абляции по воде. Потому что когда мы разбираем именно работу с кожей, нам нужно, чтобы мы могли контролированно проводить процедуру обновления эпидермиса. Поэтому, когда мы начинаем говорить с вами о явлении таком, как абляции, мы прекрасно понимаем, что для этих целей, если мы говорим об эстетической медицине, если мы возьмем излучение 1064, оно проникает достаточно глубоко, поэтому процедура аблятивного удаления может выполняться на большой глубине и большом объемом ткани, которым мы будем обрабатывать. Хромофором у него является коллаген. Естественно, мы можем работать разными длинами волн с учетом того, какой хромофор будет использоваться для этих целей, и это будет использование на определенной глубине обработки. Вы видите, что аргоновый лазер, длина волны 193 нанометра, применяется на глубине 1 микрометр для эффекта удаления в лазерной хирургии. Поэтому, зная спектр поглощения того или иного хромофора, уровень обработки, мы используем ту или иную длину волны, создаем условия короткого времени и для воздействия на определенный объем, определенное количество энергии для получения эффекта выпаривания, удаления, и получаем эффект абляции. Но когда мы с вами поворачиваемся лицом к именно коже, содержащей большое количество воды, мы видим, что активное поглощение по воде идет излучение 1064 и 10600 и 2940. И поэтому, когда мы работаем с кожей, со слизистой, мы очень часто используем эти две длины волны. Почему? Потому что высокий коэффициент поглощения по воде и наличие этого хромофора в тканях позволяет нам работать более контролируемо, не глубоко и послойно снимать ткани, которые необходимо подвергать воздействию. Поэтому, когда мы выбираем хирургию, дерматологию, дерматоонкологию, когда мы выбираем эстетику, мы рассматриваем длину волны, хромофор, ее глубину оптического проникновения и понимаем, на какой глубине нам нужно получить эффект удаления и выпаривания.